Привет, гномики! И все любители сюрреалистичного блогинга. Сегодня у нас в гостях моя жопа. What the fuck? Шучу. Нет. Да. Не, what the fuck, не. Да. Я сказал да. Пепе, what the fuck, не. Я сказал да. Я что, непонятно выражаюсь? Господи, какая тупка. Что я хочу рассказать сегодня? Мне нужно собираться на самолет, потому что впереди меня ждет путешествие в Россию. Я вернулся домой. Я сейчас сяду за руль. А ты вылетишь отсюда. У меня джип в Москве. Но я тебя сделаю здесь. Как вы видите, я немножко поменял свое рабочее пространство. Зачем, не знаю. Я просто флексю. Вы думали, я буду диджеить? Буду. Позже. Сделать, что ли, мини какой-нибудь микстейпик с хаус-музыкой и записать его сейчас. Это идея. Я пришел к умозаключению, что говорить нужно. Кому нужно? Мне? Тебе? Мне? Так может быть все-таки тебе? И кстати, я не сделал свое видео тогда, когда должен был его сделать там еще находясь в России. Но я уже его сделал, вы его уже видите. Все, на этом мои полномочия все. Приятного просмотра. Когда же мои друзья придут? Я не знаю. Считают ли они меня своими друзьями? Ну, раз они мне разрешили жить в их квартире, значит, они считают меня своим друзьям, своим другом. Мне вообще хотелось бы записывать что-то... Вообще все. Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как к этому прийти. Оказалось, что я знаю. Я просто начал чаще брать с собой камеру и снимать. Моя жизнь не структурна, как, собственно говоря, и это видео. Но это не мешает мне наслаждаться жизнью и ее моментами. Я бы даже сказал, что эти переключения меня спасают от скучной рутины. Я все еще скачу и прыгаю по островкам своего счастья. Конечно же, мне хочется прийти к структуре и к самому себе. Понять, кто я и зачем здесь. И я не переживаю, если для кого-то поиск себя покажется смешным и несерьезным занятием. Лично я так не считаю. И всем рекомендую открывать себе тайные комнаты, на которые при дневном свете вы даже не обращаете внимания. То, о чем он говорил. Этот прекрасный мир, он существует. В общем, мое блогерство начало оживать. Все это происходит медленно. Но в позитивном смысле этого слова, так как постепенный рост не травмирует психику. Знаете, я и раньше вел дневники. Менялись платформы, менялись форматы, менялся и я. Было бы круто начать видеодневник еще во время Live Journal. Тогда у меня был только текст и картинки.
Ну, что есть, то есть. Хотя уже тогда у меня была видеокамера. Помню, мама подарила мне и всегда верила, что из меня выйдет что-то путевое. Не знаю, справился ли я с этим. I smell food. I'm getting hungry. Who's eating around? Да вот же он мир! Как я не видел его раньше! Но как-то идея влогинга мне в голову тогда не приходила. Вероятно, не все было так радужно с программой монтажа, компрессией файлов, либо это я попросту ищу оправдание. Тем не менее, снимать я начал, и как можно уже заметить, подхожу плотнее к монтажу. Что хотите мне сказать? За время моей прокрастинации у меня скопилось материалов на полгода вперед, и это еще не конец, так как я постоянно что-то снимаю и материал копится. This guy from our film cinema group, and I hear he's pretty good photographer / filmmaker. Some kind of. He does something like that with cameras, right? Это, например, общество киношников Валенсии, а это закрытая припати в Берлине, а это вот джем-сессия в Таиланде на крыше коворкинга. Впереди много всего интересного. Я готовлю выпуски про поездки в Россию, Берлин и закулисье, расскажу вам про Валенсию, про танцы и про то, как я участвовал в фестивале фильмов для взрослых в Берлине со своим дебютным фильмом. MacBook на M5 процессоре. Представляете, я купил себе его. И теперь у меня нету отговорок, что мой компьютер тормозит, а он действительно тормозил. Но я вот сейчас проверю его на этом MacBook. Небольшой экранчик, 14 дюймов. Но тем не менее, я думаю, что все пойдет. Наконец-то. I think about Saturn every day. 'Cause Uranus drifted far away. Но план мой на 2026 год – это разобраться с YouTube. What the fuck? Не, what the fuck?